Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что по средам ждете наши эфиры с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, рад приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, наши зрители. Очень особенный сегодняшний будет эфир. Я постараюсь сделать так, чтобы он не был как бы монотемой. Ну, имеется в виду, как бы, Генассамблея, Трамп выступал вчера, сегодня Зеленский, разворот Трампа уже оперируют разные паблики, вот как это, переворот, сознание, что это все мы обсудим. Конечно, коснемся и таких вопросов, которые на самом деле, вот они такие, очень и очень важные с точки зрения того, как будет жить страна в этот период неопределенности, потому что он стартовал. Точнее как, определенности, которая дает период неопределенности. Два момента я хотел бы уточнить. Первый и важный. Смотрите, друзья, всем большое спасибо, что ждете эфиры, это важно, но очень важно поставить лайк и отметиться хорошим, добрым комментарием. Лайк очень нужен для того, чтобы как бы сумасбродный YouTube, который уже признал, что удалял каналы по мотивам выборов 2020 года, российского вмешательства, а также ковид, да, вот он удалял, это он признал. Ну и, конечно, четко признал, получается, цензуру и спайку с теми трендами, которые Украина, да, вот доигрывает. Тренд Украины доигрывает. Поэтому алгоритмы бог знает что творят, поэтому поставьте лайк. Плюс еще каналы подсанкционные у Костя Бондаренко, у Александра Шелеста. Подпишитесь и умейте пользоваться. Поменяйте страну в настройках или VPN поможет. Также, как всегда, QR-код возле меня, это стартуем с этих вопросов и поддержка канала, за что вам большое спасибо в сессии вопросов и ответов. Закрытый клуб зрителей Шелест в Телеграм, там тоже обсуждение и возможность задать вопрос. Естественно, как всегда, общение с чатом, ну а начинаем с опроса. Значит, сможет ли Украина отвоевать назад территории у России? Трамп, собственно, и закончил свое послание у себя в соцсетях с этого, мол, давайте, удачи всем. Значит, варианты. Да, но совсем чуть-чуть. Да, до границ 22 года. Да, до границ 91 года. Нет, будет терять территории и дальше. Проголосуйте, пожалуйста, мы в конце подведем итоги, хотя вроде как тут ответ очевиден, но это только на первый взгляд, иначе Трамп бы такое не говорил. Что скажете, Константин Петрович? Ну, я думаю, что ответ очевиден. Но если Украина и может вернуть себе какие-либо территории, то только путем договоренностей. И такие посылы были со стороны Российской Федерации. Ну, вот, по крайней мере, то, что обсуждалось в средствах массовой информации, то, что неформально обсуждалось, также эти данные свидетельствуют о том, что Россия готова была взамен на уступки в Донецкой области, взамен на вывод войск, украинских войск из Донецкой области, готовы были вывести из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Вот. Так что вот это чуть-чуть Украина могла бы получить, но не на поле боя, а за столом переговоров. Есть целая вереница заявлений, и предлагаю начать с главного. Как, ну, если так взглянуть опытным взглядом, да, человека, который преподает практически анализ политический, историка, вот все-таки сложилось у меня личное впечатление, как бы подтвердите или опровергните, присоединитесь или нет, что Трамп впервые, ну, по крайней мере, по теме Украины, по вот этой нашей теме, да и вообще на публике такого масштаба предстал дрессированный. Почему? Потому что, первое, я сразу это считал, когда до выступления Трампа начал раздавать комментарии Рубио и, в принципе, рассказывать, о чем он должен говорить. Один в один, слово в слово. Причем косвенные признаки подтверждают это. Формулировка «бумажный тигр» в отношении России, которая прозвучала, она прозвучала так вот из-под, ну, вроде как там, вот они окажутся ли, то есть с моментом, ну, что можно будет отступить от этих слов. Однако, бумажный тигр никогда, ну, я не слышал, за речами Трампа следим прям с предвыборной кампании, вот этого выражения от него. Его кто-то научил, ему кто-то дал, заготовил, и он работал по
под чутким руководством политтехнолога. Поэтому, собственно, мы сейчас наблюдаем какой-то спектакль и политтехнологию. Согласны или есть нюансы? Смотрите, есть нюансы. Термин «бумажный тигр» лет 5 назад использовал Борис Джонсон. Использовал Борис Джонсон по отношению к России. Само выражение Трамп использовал скорее с такой издевкой. Вот, это троллинг, скорее это стоит воспринимать именно таким образом. Давайте просто отмотаем немножко по времени ситуацию. Чуть больше, чем месяц назад встретились два лидера государств Соединенных Штатов и Российской Федерации, Дональд Трамп и Владимир Путин в Анкоридже на Аляске. Там они обсудили большое количество вопросов. Украинский вопрос тоже звучал среди других, то есть они встречались не только для того, чтобы обсудить Украину. И, соответственно, тогда же возникли вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Украине. Путин сказал, наши позиции следующие, и озвучил, и наши требования следующие. Вот, Трамп сказал, они приемлемы, дал понять. Тогда в такой ситуации вопрос был со стороны Путина, кто убедит Зеленского и кто убедит еще третью сторону, то есть европейских союзников Зеленского и европейских союзников Соединенных Штатов в том, что войну необходимо закончить. Трамп взял на себя эту миссию. Соответственно, что происходит дальше? Дальше прибежали сразу же к Трампу Зеленский и лидеры европейских государств, начали его убеждать, что никакого мира быть не должно, вот, что мы можем воевать дальше, вот, дайте нам шанс, мы будем воевать дальше. Вот. Трамп всячески пытался убедить. 2 раунда переговоров с европейцами, поездка Трампа в Великобританию, они не привели ни к чему, то есть его дальше продолжали убеждать, что Украина может воевать. И вчерашнее выступление Трампа – это фактически такой себе троллинг и Украины, и его европейских коллег. Вот, когда он сказал, что Украина же может воевать, она может пойти не только освободить территорию, она может пойти и дальше еще. Так Европа, это же, извините, Россия, это же бумажный тигр, сказал, напоминая слова Джонсона, которые были сказаны в свое время Джонсоном относительно России. Я уверен, что Европейский Союз и НАТО помогут. Вот. Но нигде не сказал, что мы, Соединенные Штаты, включимся в борьбу и будем поддерживать Украину. Он нигде этого не сказал. Более того, его позиция остается неизменной. Это война не Трампа, это война не Соединенных Штатов, это война Байдена. Он дальше это продолжает. Более того, он не высказался за санкции против России. Он не поддержал санкции против России. Более того, сегодня, это уже после встречи Трампа и Зеленского, состоялась встреча госсекретаря Соединенных Штатов Рубио и министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова. Во время этой встречи они обсудили большой круг вопросов, и оба вышли абсолютно довольны, удовлетворенные встречей. Что странно, такие эмоции, такие страсти вчера, да? В том-то и дело. В России умеют читать, прочитывать слова, в отличие от Украины. Украина восприняла спич Трампа за чистую монету. Мне сегодня пишет мой очень хороший приятель из Соединенных Штатов, не буду читать ему все, он пишет мне, вот я просто зачитаю. Слушаю в восторге счастливых украинских аналитиков по поводу речей Дональда нашего Трампа и ничего не понимаю. Неужели кому-то не слышно, к чему он приговорил Украину? Не верю в их инфантильный идеализм. Что это за игра? Спрашивает меня. Вот. Ну, извините, пожалуйста, в Соединенных Штатах. Это, кстати, не единственное. Есть еще несколько свидетельств, что в Соединенных Штатах с тревогой именно восприняли то, что вот именно вот эту позицию Трампа. Вот, в отличие от Зеленского, в отличие от его окружения, в отличие от некоторых средств массовой информации в Украине. Никакого разворота не произошло. Никакого разворота. Более того, Трамп абсолютно верен своей позиции. Хотите воевать – воюйте без нас. Хотите оружие – мы вам его продадим. Но не дадим. Продадим. По рыночной цене, без всяких скидок. Вот, и так далее. Константин Петрович, давайте... Извините, пожалуйста, еще один нюанс просто. Вот, вы не задумались, почему Макрон после этой встречи, он достаточно панически начал говорить, что Трамп должен говорить о мире. Почему Трамп уже не говорит о мире? Вот, начал говорить. Потому что Макрон понимает, что теперь после этих слов вся тяжесть вот этой операции военной ложится на Францию, Германию там, и другие европейские страны. Им платить придется за это.
Безусловно. И вы знаете, тут такой нюанс я хотел бы отметить в качестве, ну вот своеобразного такого подспорья. А ведь очень ситуация деликатная. Понятно, что Урсула обещает там 26-27 год, мы там будем отказываться постепенно, постепенно отказываться и откажемся окончательно от российских энергоносителей. Да, неистово выступает Бессент и говорит, в принципе, это уж тоже сегодня, да, говорит, что, ребята, дальше тяните этот чемодан сами, ну вот, конкретно говорит, что США нет, оружия нет ни в коем случае. Это он повторил, но там просто почему вот это вот, ну, по-английски, давайте так, по-американски, это грубо звучит. Ну, по поводу, там, тяните свой чемодан дальше, это такой фразеологизм. У нас же как, просто перевели, да и все. А на самом деле это так вызывает тревогу. Европейцы действительно засуетились, и тут четкий посыл от меня вот в плане там темы. Как вам кажется? Вот сейчас приходит новость о том, что Европейский Союз может предоставить Украине, Рейтерс пишет, репарационный займ 130 миллиардов евро. Значит, оценивать потребности Украины в этих деньгах будет МВФ Кристалина Георгиева. Она обласкана была в кулуарах ассамблеи, он ее обнимал, он перед ней... Смотрите, я всех призывал там вчера в шуме и, ну, вообще-то в общениях со зрителями посмотреть просто, как это выглядело. Зеленский не знал, что на него обрушится это счастье. Он сидел чернее тучи вместе с Ермаком во время выхода к прессе. Походу, вот эти встреча без прессы, которая длилась 7 минут, она была очень напряженная и достаточно четкая, конкретная и даже злая. Но потом Зеленский расцвел. Он со всеми встречался отрешенный до встречи с Трампом. Но Кристалину Георгиеву он прямо облобызал. Ну и с Варфоломеем там, слава Украине, героям слава, да, вот это все. Он прям облобызал Кристалину. Так Кристалина будет решать судьбу вот этих 120-130 миллиардов на следующую итерацию. Как вам кажется, Европа будет спрыгивать или все-таки будет тянуть эту лямку войны? Смотрите, кредит, вот, любые кредитные средства предвидят возвратность этих средств. Это не грант. То есть Украина чем-то должна будет компенсировать этих 120 миллиардов. Вот 120-130 миллиардов. Зеленский вообще-то говорил про 120 миллиардов, еще когда он встречался с Мецолой неделю назад, он говорил о том, что необходимо Украине 120 миллиардов, 60 у нас есть своих, еще бы 60 где-то взять, иначе придется реализовать там план А, то есть идти на переговоры с Путиным. Сейчас как бы ему сказали о том, что он может получить 130 миллиардов, но исключительно как кредит, который необходимо будет вернуть. Вопрос, чем вернуть? Вот, какими активами? Это значительно больше, чем бюджет Украины, чем ВВП Украины. Тем более, что известно, что когда Зеленский приехал в Нью-Йорк, он сначала встретился с Келлогом, и в разговоре с Келлогом сказал, что нам вообще-то надо на 2 года 240 миллиардов. То есть он планирует еще на 2 года получить деньги. То есть это в 2 раза меньше, это надо понимать. Нет, ну я понимаю, то есть на 1 год 120-130, на 2 год надо еще 120, вот то есть 240 он хочет получить в целом на 2 года, гарантии под это. И вместо того, чтобы дать ему эти деньги, ему предложили фактически деньги. Если эти деньги будут модерироваться Международным валютным фондом, в чем особенность Международного валютного фонда? Это структура, которая получает деньги, не только проценты с кредита. Обычно Международный валютный фонд получает еще и проценты с процентов. Вот. Это их условия. Поэтому нас загоняют в ужаснейшую кабалу. Когда в начале 90-х годов в Аргентине правительство Карлоса Менема инициировало популистские реформы, которые, кстати, очень активно поддерживались в Советском Союзе. Тогда еще в Советском Союзе, я хорошо помню, как в прессе там говорили об аргентинском чуде Карлоса Менема. Вот, и особенно это совпало еще и с развалом Советского Союза. Вот, говорили о том, что мы должны выбрать этот же путь. Буквально через несколько лет Аргентина залезла в страшные долги. И, соответственно, расплатилась Международным валютным фондом своими землями.
своими пахотными землями. Вот. Я думаю, что Украина, которая уже продала недра Соединенным Штатам, отдала фактически недра Соединенным Штатам, Украина, которая отдала целый ряд объектов по столетнему договору. От нас даже прячут, не только от нас, от народных депутатов даже, прячут секретные протоколы, дополнительные протоколы к этому столетнему соглашению. Она еще и, скорее всего, по этой репарационным соглашениям, репарационному кредиту, она еще может потерять и фактически все земли. Я предлагаю поступить следующим образом. Несколько эпизодов, ну, потому что я же обещал, что тема будет не только Генассамблея, да, потому что сейчас это очень важный момент. Давайте несколько как бы моментов я спрошу у вас по поводу речи Трампа. Важные моменты на самом деле. Потом обсудим сегодняшнего Зеленского, который выступал там же. Ну а дальше там двинемся к ситуации более-менее, ну чтобы люди понимали перспективу. Я просто такой план себе черчу, а там, конечно, как пойдет, понимаете, просто я столкнулся с тем, что последние там 2 суток это какой-то, ну вот правда, людей вообще не касается. Вот то, что то, что говорят, то, что заявляют, это какая-то такая бутафория сплошная. Трамп. Значит, я придерживаюсь того мнения, что он отыгрывал, и даже этот остановленный эскалатор, который там тормознул его, это была рукотворная история, потом дальше признались в прессе, что кто-то нажал кнопку аварийную, и это мог быть кто угодно. Тот, кто против Трампа, и тот, кто за Трампа. И выходит Трамп и начинает крошить батон на ООН. Вообще, если честно, вы не находите, что он был в достаточно враждебной обстановке? Вывод общий из его нападок на Организацию Объединенных Наций заключается в том, что она ему мешает, она ему не нужна, ну, ровно потому, что буквально пару недель назад на эту организацию сделали ставки ШОС, Пекин, ну и вообще, как бы, да, вот глобальное управление. Я бы не сказал, что он сказал, что она ему мешает и она ему не нужна. Он больше акцентировал внимание, что подобного рода структура, которая имеет большие возможности, она не используется по назначению фактически. Вот. Он просто говорил о том, что эта структура абсолютно бездеятельна. И таким образом он предлагал просто ее переучредить. Но давайте вспомним. Организация Объединенных Наций, она была основана именно как послевоенное время, была основана как регулятор отношений между фактически сильными мира сего победителями, странами с двумя разными идеологиями, двумя разными укладами. Вот для того, чтобы, изучив в принципе, уроки Лиги наций перед Второй мировой войной, не повторять эти уроки, а создать определенного модератора отношений, которые сложились на планете, обеспечив при этом сосуществование народов с различными идеологиями, так скажем, государств с различными идеологиями. Было принято это. И первые десятилетия Организация Объединенных Наций играла очень важную конструктивную роль. Она играла роль своего модератора. И при Трюгве Ли, генеральном секретаре Организации Объединенных Наций, и при Даге Хаммаршельде, и при Утане, и при Пересе де Куэллере, и так далее, и так далее. То есть вплоть до начала 90-х годов. Потом развалился Советский Союз. Вот. А Курт Вальдхайм я еще не вспомнил. Вот, развалился Советский Союз. Соответственно, после развала Советского Союза, просто после создания монополярного мира, Организация Объединенных Наций перестала играть роль как раз такого модератора. Вот, Совет Безопасности тоже перестал играть эту роль. Он стал попросту никому не нужен. Организация Объединенных Наций попросту перестала перестала быть регулятором отношений, а превратилась просто в довесок к американской политике. Вот. Это уже ощущалось и при Бутресе Галле, и при Кофи Аннане, не особенно при Пан Ги Муне. Вот. Ну, Гутерриш – это уже продолжение этой политики. Вот. И поэтому сейчас возникает вопрос, а зачем Организация Объединенных Наций? Она превратилась в некоторых аспектах, она даже превратилась в мафиозную структуру. Если речь идет, например, о таком структурном подразделении Организации Объединенных Наций, как Всемирная организация здравоохранения, это просто мафиозная структура.
на сегодняшний день. И тут возникает вопрос, если Организация Объединенных Наций финансируется, в том числе Соединенными Штатами, штаб-квартира находится на территории Соединенных Штатов, вот, а тут вдруг создаются новые, более эффективные структуры, которые вроде бы якобы и не конкурируют с ООН, вот, но в то же время заявляют те же цели, которые характерны для ООН. Я имею в виду систему глобального управления, которую провозгласили на последнем саммите ШОС. Вот. И тогда Трамп говорит о том, что есть такая вот структура, она не выполняет сегодня своих функций, вот, так ее необходимо фактически переподчинить. Ее необходимо попросту перезагрузить, эту структуру. Если мы, собственно, очень, ну так, очень буквально поймем фразу, что Европа катится в ад Трампа, так это что он ее туда катит? Конечно. Конечно, так вы же понимаете. Вот в свое время Ницше сказал, что если, если человек падает, то подтолкни, да? Говорил. Ну, соответственно, Трамп это понимает. Ну, вот. Европа катится в ад. Не Трамп ее туда толкнул. Она уже катится туда там, лет 15, минимум 20. Вот. И Трамп попросту решил, ну, если она уже туда катится, то надо еще с этого поиметь какую-то копейку. И поэтому он выставил тарифы, там, выставил пошлины, решил продавать газ по драконовской цене. Кстати, сравните цены, которые платила Европа России за газ, и цены, которые она платит Соединенным Штатам. Более того, эти цены фактически установлены в режиме take or pay. Вот. Бери или плати. То есть я не буду зависеть от того, будет ли Европа меньше или больше потреблять газ. Вот. Так что, да, он понимает, что Европа катится в ад, но давайте зарабатывать на этом процессе качения в ад. Как вам кажется, вот еще один аспект из его речи, я считаю, что он такой достаточно важный. Христианство, говорит, надо защищать. И это очень звучит своеобразным образом в адрес отвергнутого предложения о палестинском государстве. Да, смотрите. Это очень увязывается, но очень тонкими нитями. Я хочу, чтобы вы объяснили. Конфликт вокруг палестинского государства – это же не конфликт в христианском мире. Вот, в данной ситуации, Не да, совсем. и поэтому... Смотрите, тут очень прямая линия, очень серьезная. Значит, Европа прибывает, вот Мелани взяла и отказалась признавать Палестину. Раз разбомбили, забросали Миланский вокзал и в 75 городах протесты. Макрон, он бы тоже, может быть, и хотел бы, но он этого сделать не может, его тоже там, улица порвет. Про Британию не будем говорить, там уже все черненькие, вот эти даже и министры, и все на свете, то есть понятное дело. И тут противостояние идет не в там Израиль и вот эти арабские страны, тут глобальнее идет на порядок выше, я поэтому так и провожу эту линию. Ну, смотрите, нет, я бы просто все-таки все равно разделил бы палестинский вопрос, ближневосточный вопрос и вопрос христианства. Да, действительно, то, что сказал Трамп относительно христианства, христианство, он считает, является гонимой религией, поскольку во многих странах существует столкновение христиан с другими представителями других религий, особенно фундаменталистскими течениями. И тут можно вспоминать и о том, как те же террористические структуры типа Боко Харам или ИГИЛ, как они поступали с христианами в той или иной стране. Существует большое количество свидетельств и относительно судьбы христиан на территории Сирии и в зоне других конфликтов. Но вопрос, а имел ли в виду Трамп, когда говорил о гонениях на христиан, те гонения, которые устраиваются против Украинской Православной Церкви на территории Украины? Это вопрос достаточно важный, потому что это один из ярких примеров именно гонений относительно христиан, христианской конфессии на территории государства, лидера которого Трамп похвалил в тот же день, похлопал по плечу и назвал там едва ли не величайшим полководцем в мире, если он может отвоевать такие территории и завоевать. Это вопрос.
А что касается ближневосточной проблемы, Трамп считает, что ближневосточная проблема должна найти свое решение, тем более, что в его окружении достаточно много лоббистов израильских интересов, с одной стороны, то есть даже его зять Джаред Кушнер, даже его дочь Иванка Трамп, которая прошла обряд Гиюр, вот, они очень активно лоббируют интересы Израиля, вот, в то время как многие европейские государства лоббируют интересы арабов, вот, используя сам конфликт в своих целях. Вот. Опять же, тот же Макрон. Опять же. Вчера Макрон сделал заявление, что Трамп сможет получить Нобелевскую премию только если урегулирует конфликт между арабами и евреями на территории государства Израиль. Это было важное заявление. В данной ситуации здесь просто видим намерение Трампа дальше включаться в процесс урегулирования ситуации. Видите, он как-то обошел стороной процесс урегулирования ситуации вокруг Украины. Вот. Пусть сами занимаются, безусловно. Я пытался, они не хотят, но пусть тогда воюют. Я сделал все, что мог, сказал Трамп. Вот. И сказал, что вернется к вопросу о Путине через месяц. То есть Да. он дал месяц срока, что вот давайте через месяц условно поговорим об этом. Пусть покажут, что они могут за этот месяц. Но при этом он, очевидно, переключит основное внимание на ближневосточную тему. Я не удивлюсь, если он попытается предпринять нечто похожее на Кэмп-Дэвидскую сделку, которая состоялась в конце 70-х годов. Вот Кэмп-Дэвидская сделка, когда попытались Египет и Израиль примирить между собой. Это плачевно закончилось для лидеров государств, ну, для обоих сторон в целом. Но Соединенные Штаты тогда показали, что они миротворцы, они могут как бы найти способ примирения. Все-таки это очень поразительный момент. Во-первых, о гарантиях говорить не время, а верит ли Трамп Путину, узнаем через месяц. Но многие заметили, ведь это очень мало времени прошло. С одной стороны, Трамп говорит, Зеленскому придется заключать сделку. С другой стороны, говорит, смотрите, какой храбрый парень, как он борется за страну, как вообще такую армату остановили, ну, украинцы и вот Зеленский. Вот давай, мол, удачи тебе, вот это вот мощь, вот это красавчик. То есть это же абсолютно разные, ну, подходы к ситуации. Ну, знаете, это мне напоминает старый-старый, немножко пошловатый анекдот, который заканчивался словами, когда вождь вот, похвалил мужественного пленника, вот, и сказал, вот, какой мужественный человек, какой герой, он выбрал смерть через Лубумбу. Да? Вот такой анекдот. Значит, о Зеленском. Что принципиально важно? В общем, выглядело все сегодня достаточно натянуто, натушно, пафосно и ярко. Еще вчера, учуяв как бы смену или там дуновение сквозняка где-то там в кулуарах Генассамблеи, ну вот сразу видно было, как Зеленский стал хотеть походить на Трампа. Ну, это тоже критика ООН была и так далее. Значит, вот так выглядел зал, когда выступал Трамп Генассамблеи ООН. Ну, смотрите, ну, прям как у Маслякова пели. Снова в этом зале нет пустого места, там яблоку негде упасть. Действительно. Это Трамп вчера. Сегодня Зеленский. Вот где сквозняк и ветер гуляет во время его выступления на Генассамблее. Как вы оцениваете это выступление и что скажете? Знаете, официальные средства массовой информации в Украине заявили, что речь Зеленского была встречена бурными аплодисментами. Если мы смотрим на эту картинку, мы понимаем, что вот она, иллюстрация к известной сентенции, которую исповедуют буддисты, последователи дзена. Вот хлопок одной ладонью. Вот они эти, вот именно так он выглядит, эти аплодисменты одной ладонью.
Ну, тут, понимаете, тут просто, если это ладонь одна, тогда это шлепок. Ну, это да. Так что фотографии говорят сами за себя. Более того, вы же помните эту ситуацию, когда, кажется, в позапрошлом году Зеленский тоже был на сессии, выступал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Тогда было сказано, тогда сняли даже ролик вот именно о том, как Зеленский выступает с трибуны, и чтобы показать полный зал, показали полный зал, вот, и в зале сидел сам Зеленский. Да, так, был скандал немножко, ну что ж, бывает. По сути сказанного, значит, я сейчас хочу, чтобы вы открыли ну, эту замочную скважину, да, потому что как бы тенью за выступлением Трампа, как бы за спиной подразумевалось, держался в уме Китай. Зеленский тоже как бы открывает рот на Китай. А, Как вам думается, это ведь не просто там пробные камни, это камешки пристрелки по Китаю и по позиции Китая. Насколько здесь Подталкивание к определению. и Вот. куда встраивается Зеленский? Вот это было непонятно. Зеленский хочет показать, что он сейчас как бы вот выступает на стороне Соединенных Штатов, понимая, что Соединенные Штаты критикуют Китай. Ну, понятное дело, что Китай готовится к встрече Трампа и Си Цзиньпина. Вот, с одной стороны, они встретятся уже в конце октября, в начале ноября. Вот, сначала на саммите ОТЕК, потом, соответственно, ожидается визит Си Цзиньпина, Трампа к Си Цзиньпину в Китай. И, соответственно, в этом плане Соединенные Штаты сейчас повышают свои ставки в дипломатической игре с Китаем. Вот. А Зеленский по старому украинскому принципу вот, коваль ногу куе, а жабой свою представляя. Да? Так что, вот, он решил тоже подыграть Трампу. Ну, когда лидер Украины вот, критикует Китай, это выглядит немножко, причем так, без аргументации, просто с какими-то там тезисами голословными критикует, это выглядит немножко, скажем так, как в классической басне Ивана Андреевича Крылова. А моська знать она сильна, расслает на слона. Да? Некоторые тезисы. У Украины нет больших мощных ракет, есть дроны, способные лететь на расстояние до 3000 километров, беспилотники стали самым опасным оружием, и теперь им могут управлять десятки тысяч людей, и как бы демонстрируют это, что даже страны с самыми ограниченными ресурсами могут создавать оружие, опасное для соседей, и вскоре дроны будут сражаться с дронами, атаковать инфраструктуру, людей полностью автономно, без участия человека. Значит, и вокруг этой темы дронов, ну, когда вот это вот говорил Зеленский, у меня перед глазами было Гаити. Гаити. А там одни других, вот именно, ну, как в Украине все. FPV-дроны, все как положено. Плюс еще там мексиканские уже есть стычки, эпизоды. То есть сейчас вроде как Зеленский, он же должен говорить какую-то такую вещь, да, очень такую главную, большую. А вместо этого мы видим апелляция к тому, что Россия атакует, провоцирует дронами. Это Зеленский говорит на Генассамблее ООН. А дронами могут управлять десятки тысяч человек. Понимаете, я давно слежу за мыслителями, интеллектуалами, которые там иногда прорываются, зачастую в профильную, но иногда в тираж, да, о том, что это же самое главное оружие и беда и боль следующей итерации развития человечества. То есть это уже не пуля, которую сейчас там видите, там стрелок был в Америке, там пули опять разрисовали, антифа, вот это вся. То есть это уже, это не баллистическая экспертиза, это не какие-то, это другое. Это очень опасный период. Зеленский этим хвалится. Как вы оцениваете его такой посыл миру о дронах? Извините, Зеленский очень часто делает разного рода заявления с высоких трибун, которые, ну, потом мы понимаем, что они могут аукнуться очень и очень больно, болезненно. Помните его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля 2022 года, вот, когда даже Байден просил его не выступать, а он выступил и сказал, что а вот мы сейчас выйдем из Будапештского меморандума, что было расценено Россией как казус белли. Вот.
Да, возможно, что Россия бы напала бы и без того, но вопрос вот здесь как раз он дал пас просто. Вот мы скоро возобновим свое ядерное оружие. Так можно было прочитать его заявление. И вообще было немало таких подобного рода заявлений, которые делаются не от большого ума и не из стратегических соображений, а именно пользуясь тем, что вот есть сейчас момент, давайте сейчас там, ради хайпа выступим. Вот это ради хайпа, вот оно играет свою отрицательную роль в украинской политике, если это можно назвать политикой. Также Зеленский в выступлении своем говорит, что Европа не может позволить себе потерять Молдову вслед за Грузией. Россия пытается, мол, сделать то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. Глобальная реакция недостаточна. Потеряли Грузию в Европе, жалуется Зеленский. Константин Петрович, я знаю, мы говорили и прошлую неделю, это все раскачка достаточно долго живет, но, кажется, апогей ее, взвинчивание вот этого градуса вокруг Молдовы, Санду, Приднестровья, вторжение, Санду говорит, сейчас выберут, ну, фактически то, что говорит Зеленский, и там чуть ли на Одессу пойдут молдаване помогать россиянам. Зеленский, видите, вот так оперирует, что вот давайте не дадим, ну, не дадим потерять, это что имеется в виду? Майдан закрутим или голоса сосчитаем не таким образом? Короче, ситуация взрывоопасная. Как вы оцениваете? Я оцениваю тоже, вот сейчас я считаю, что очень серьезные существуют предпосылки для того, чтобы опасаться за судьбу Приднестровья. На территории Приднестровья на сегодняшний день находится менее 1000 представителей российского контингента, которые там охраняют склады, вот, военные склады и так далее. Они давно уже не подлежали ротации. Вот, многие уже, что называется, там стали местными. Сказать, что они представляют собой какую-то угрозу для Украины, точно не представляют. Склады, которые в Колбасной находятся в Приднестровье, они слишком переоценены. Очень многие уже боеприпасы либо утилизированы, либо вывезены оттуда. Но сам факт возможной эскалации конфликта вокруг Приднестровья, вот, кстати, против этого категорически выступает Майя Санду, это стоит отдать должное против этого плана, но этот план поддерживается некоторыми европейскими государствами. Вот, так вот, сам план, он направлен на то, чтобы втянуть Россию в одесский капкан, так это назовем. То есть, если завтра начинаются боевые действия, в том числе с участием вооруженных сил Украины в Приднестровье, если начинается захват Приднестровья, вот, и некоторые силы НАТО, Путин точно не будет стоять в стороне. Это операция, которая приведет к тому, что война там, втягивание России в эти боевые действия будет неизбежно. Для этого Путину необходимо будет идти на Одессу. И как считают многие, что это будет капканом, вот, ловушкой для Путина. Вот так считают западные стратегии. Вот сейчас он пойдет на Одессу, там мы ему дадим бой, он там проиграет, и после этого все посыпется. Вот. Одним словом, вот если эта провокация осуществится, вот, я думаю, что война тогда получит второе дыхание, и вот именно этот момент может стать прологом к Третьей мировой, учитывая то, что там могут быть втянуты силы НАТО в эту операцию. Что еще можно сказать, что, ну, в данной ситуации настораживает то, что что Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о возможности использования вооруженных сил Украины за пределами Украины. Между прочим, он в свое время, когда использовал вооруженные силы Украины на территории Курской области, вот, это было абсолютно незаконно и абсолютно... Он же не получил разрешения на это. Состояния войны у нас не было, у нас было только военное положение, то есть он не мог направлять туда войска. Но сейчас он решил перестраховаться. Он внес этот законопроект, Верховная Рада его рассмотрит. Я абсолютно уверен, что будет положительный результат рассмотрения Верховной Раде. Там любой документ несите, за него проголосуют без каких-либо замечаний депутаты. Он предвидит то, что украинские корабли, которые остались сейчас, они должны быть выведены
в Турцию и Великобританию. Вот. Но, остальное, вопрос, зачем отводить корабли? Это первое. Второй вопрос, а что дальше? То есть, если он использует войска, он получил войска, право использовать войска на других территориях, он может их использовать где угодно теперь. Ему не будет необходимо новое разрешение от Верховной Рады. Вы знаете, тут же такой момент, достаточно щекотливый. Ну, мы как исключительно с аналитической точки зрения должны его рассмотреть. Суть одесского капкана вы описали. Да. Но есть вопрос только, конечно, есть ли силы, хотя тут тоже, смотрите, как сейчас тиражируется Залужный и тиражируется Рогозин, которые примерно говорят об одном и том же, да, о том, что как идет война. То есть быстрых прорывов не будет, но как бы длинная рука дрона, ну какой у тебя дрон, такая у тебя, грубо говоря, kill zone, вот это зона смерти, и какая у тебя рука. А вот эти все продвижения на фронте, вот это вот по 5 человек, они топают, там перестрелки, вот это все. То есть вопрос дронов тут на первом месте. Кстати, Залужный раскритиковал вдруг от чего-то эту Курскую операцию, представляете, так неожиданно вышел как бы против шерсти. Да. Так вот, Потому что потери не соотносятся с результатом. И тут же есть еще одна история, о которой все забыли, и кто абсолютно не понимают, что, простите, пожалуйста, но до Приднестровья можно дойти не только через Одессу. До Приднестровья можно дойти прямо с Беларуси, перерезая все основные артерии, вот. И бросок этот будет стремительным, молниеносным, да, может, не шибко успешным, но сам факт этого броска логистически убьет Украину на фронте. Это да. В том-то и дело, что многие обращают внимание только на то, что если будет вдруг заход со стороны моря, вот мы встретим и так далее. Не учитывается очень много факторов. Вот те, кто планирует подобного рода операции, они считают, что поведение населения будет статичным, что многие другие водные тоже будут статичными. Вот, как в тире, условно говоря. Пришли, постреляли, а мишени не движутся, мишени просто стоят, да, или там падают, когда стреляют по ним. Вот. Не предвидится разработчиками очень многие факторы не предвидятся. То, что вы сказали, вот, кстати, это обсуждалось еще в 2022 году. Такой вариант возможности захода со стороны Беларуси. Там, в районе Житомира, в районе Овруч, Житомир, или в районе Сарны, Ровно, вот, рассматривалось. Но почему-то считается, что Путин пойдет обязательно на Одессу. И там получит. Ну, то есть я понял. Получит свое поражение. Да, поэтому там пугают дронами и всем остальным. Да. Ну, смотрите, а что касается Рогозина, то тут я бы рассматривал бы его заявление с другой точки зрения. Он говорит о том, что война фактически зашла в тупик, потому что с одной стороны дроны, стена дронов, с другой стороны стена дронов. И война не движется. Но давайте не забывать, что Рогозин очень часто лоббировал интересы ракетостроителей. И вполне возможно, что это тоже сказано не случайно сейчас, не случайно в сентябре, вот, и не случайно раскритиковал именно нынешнюю тактику ведения. Вот, потому что вполне возможно, что это можно рассмотреть как определенный лоббистский ход. Ну, можно и так, конечно, посмотреть на эту ситуацию. На самом деле, вообще, с точки зрения войны, вот темы войны, ситуация удручающая. Правильно ли делают вывод люди, обычные, ну, украинцы, народ, граждане, да, о том, что за вот этой всей пеленой радости несусветной от Трампа, который вот так сказал, Зеленского, который там, ну, опять, был чернее тучи, а сейчас вот это вот излучает уверенность, смеется, улыбается, достаточно тяжелые последствия. Что я имею в виду? Это жесточайшая, переходящая любые меры разумного, хотя уже перешедшая любые меры разумного, мобилизацию. Значит,
материал, вот этот вот фрагмент, кусочек, вот здесь буквально. Йому казали, не бійся, тебе не візьмуть, не бійся, тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони там не живуть по закону. Значит, что мы видим сейчас на экране? Это село небольшое в Львовской области. Село называется Сасов. И там, вот на этих кадрах, застывший, так сказать, сельский голова пытается объяснить лежачему мужчине, это инвалид первой группы, что, ну, как бы забрали твоего сына, забрали, ходили уже в ТЦК и так далее. В общем, у человека каждые 3 месяца была бронь. Каждые 3. Ну, по уходу за инвалидом. Но там хозяйство у них в этом селе. Там 2 коровы, 3 быка, утки, собаки, кошки, куры. Значит, до 6 августа действовала отсрочка, он продлевал каждые 3 месяца, а на этот раз не успел, потому что задержали справку о получении денег, ну, помощи из соцстраха. И вот эта задержка произошла из-за того, что там реорганизация управления, бюрократические процедуры. И вот пытается рассказать об этом мужчина в ТЦК. Ему все равно выписывают повестку, на следующий день даже справку донесли, а в ТЦК уже... Там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. А там уже живут по волчьему закону, его забрали. Я сейчас даже не о трагедии или там переходах модных вот этих, да, сейчас сняли сюжет в Калуше, оказывается, 10 человек ворвались, выбили окно, с 6 до 7 вечера там надавали пинков эти роте охраны, забрали 3 человек, то есть это уже, ну, украли этих мобилизованных. Все приобретает катастрофические формы. И люди, вот этот мужчина, что с ним будет, да, сына которого забрали, да он умрет. Ну, Мои соседи не дадут умереть, дальше его сын, скорее всего, как в таких случаях, вот, уйдет в самоволку, что называется. Буквально на днях я получил информацию, вот, я не знаю, вот эта информация, верить ей, не верить, но говорят, что именно ею оперирует в том числе наше руководство, что наше руководство знает, что на сегодняшний день, вот, если сравнить уровень мобилизованных в Украине в первом полугодии в первом полугодии 2025 года и уровень тех людей, которые ушли в СЗЧ, как называется, СЗВ, да? Вот, извините, самовольная Сочи, да? Так по-русски будет, вот, то, соответственно, он доходит до 65%. От мобилизованных. То есть мобилизовали, 60% из тех, кого мобилизовали, ушли, бросили оружие или взяли, забрали с собой оружие и ушли домой. Или же в бега. Вот. То есть я думаю, что, скорее всего, этот человек – это один из первых потенциальных кандидатов именно на вот этот Сочи. А человек, который отдал приказ о его мобилизации, один из первых, извините, не хочу называть это этим словом, смертников потенциальных, когда в Украине начнутся суды Линча. почему это не волнует Зеленского? А зачем? Зеленский этого не видит. Зеленский живет в другой повестке. Зеленский общается с богами. Вот. Зеленский с Федоровым? с Федоровым, да, с Трампом, с Макроном, со Старбером. Это шутка, кто не понял, это вице-премьер-министр, он рассуждал, слушайте, как быть классным министром, ты же бог, ты делаешь правила, создаешь для сотен тысяч людей, для народа, ты прям вообще божественная. Видите, для Зеленского украинцы, для Зеленского народ – это расходный материал. Это расходный материал. Он не думает. Вот, ну, я это абсолютно могу гарантировать, что он не думает про жизни вот, рядовых украинцев. Это Ющенко еще мог там патетически восклицать, что треба думати про маленьких українців. Вот. Нет, для Зеленского это игра в солдатики. Как бы это цинично ни звучало. Это игра, которая позволяет ему удовлетворять его амбиции, его личное эго. Вот.
И он больше думает именно о том, как его будут принимать завтра в Елисейском дворце, или же там, как его будут принимать, не знаю, там на Даунинг-стрит или там в Белом доме. Ну вот, он об этом думает. Он думает о позерстве. Он актер. Он должен играть роль определенную. Ему нужны аплодисменты, овации. И овации не плебса. Плебс должен воевать. А овации сильных мира сего. Ему нужны красные дорожки, софиты, ему нужны экраны, ему нужны огромные аудитории, стадионы, вот, которые ему аплодируют и так далее. Вот. А это, это люди, которые должны воевать. Их задача воевать. Просто поймите, какая история. Нет, можно же, конечно, рассмотреть это под марафонным, как это, из марафонного угла, эту новость. Там сегодня в Госдуме Российской Федерации приняли в первом чтении, там будет еще второе, будет доработка. В общем, теперь призыв в срочную службу будет круглый год. Не осень, весна, а круглый год. Ну, вот такая реформа, да, реформа срочной армии. Значит, и все такие, вот, Россия там чего-то готовится и так далее. Ну, по моей информации, срочники после срочки идут добровольцами. Ну, вот они там, кто там, год, кто год, по-моему, да, у них надо служить. А потом они отслужили, они поняли, чего-то как, а потом уже добровольцами подготовку прошли, и вперед и дальше. То есть Россия запускает вот этот, ну, как бы другой ручеек, да, другой насос как бы живой силы в армию. То есть это дополнительная история. Хотя сейчас там, несмотря на разную статистику, что в России меньше в августе по сравнению с июлем, но как бы всех все устраивает, и никакой мобилизации, вот в том понимании, как мы понимаем вообще в классическом, и как у нас в России сегодня тоже опровергли, не будет. Получается, что Россия заряжена повоевать еще долго. А насколько хватит Украину? А вот это вопрос. Ну, сегодня же в Украине там некоторые там умные головы там уже начали считать, что мобилизационный ресурс 7 миллионов, а если еще поскрестить, то еще пару миллионов можем, вот, будем воевать и так далее. То есть надо попросту более активно привлекать людей, человеческий материал. Тут же речь уже не идет о технике, вот, потому что техника стоит дорого, технику должны закупать европейцы для украинцев. Вот, и поэтому речь идет сейчас именно о человеческом ресурсе. Я уже повторюсь еще раз, для Зеленского это игра в солдатики, не более. Что касается как раз России. Да, у России есть потенциал. Плюс ко всему, вот, недаром же показали, что развиваются более активно сейчас отношения между Россией и Северной Кореей. Корейцы уже показали себя в бою, и я думаю, что они еще раз могут показать, и не только на территории России. Ну, тогда же они только в Курской области использовались. Поэтому мы имеем дело с несоизмеримо большими ресурсами со стороны противника. Несоизмеримо большими ресурсами. Более того, что этот противник обладает ядерным оружием. Даже если не ядерным, если даже конвенционные формы оружия, у него значительное превосходство в плане ракет, в плане гиперзвукового оружия, которого у Украины нет, вот, и так далее. То есть можно об этом говорить. Я не военный специалист, я просто как обыватель говорю сейчас. Но факт остается фактом. Две несоизмеримые силы. Это только Зеленский считает, что на всякого Голиафа может найтись свой Давид. Но для того, чтобы так говорить, надо быть хотя бы верующим. Просто там затронем этот вопрос, конечно, веры. Я просто не понимаю, грабли-то одни и те же. Ну вот, пожалуйста, сегодня опять прилет в учебный центр. Причем рассказали, что все спустились в этом полигоне, учебном центре сухопутных войск, все спустились в укрытие. Так ракета по укрытию прилетела, говорят, есть погибшие, сколько не говорят, но раненые, погибшие, вроде как говорят много, ну что такое много для учебного центра, тут тоже надо понимать. Сами вот эти, ну эти же
как их, белая кость, да, или как правильно сказать, ну, вот эти азовцы, вот эти третий корпус, третья бригада, штурма Белецкого, вот эти, ну, Это азовцы. уже, они уже две большие разницы, знаете, это только специалисты разбираются. Но там конфликт между Белецким и Редисом, говорят, очень серьезный сейчас. Ну, имеется в виду, что они утверждают, что в учебных центрах вообще черти что творится. Инструкторы получают по 20 тысяч гривен, вообще не хотят никого тренировать, тренируют из-под палки, забивают на это все дело. То есть мотивации там ноль, и, в общем, все, это как бы мимо кассы, там уже провалы вылазят наружу. Хотя это как бы секрет, режимные объекты, но тем не менее. И вот опять выстрел Искандера, и опять вот такая история. Почему? Ну вот смотрите, это какая-то накопительная система, или мы увидим снятие Сырского, да, по какому-то очень серьезному территориальному поводу. Ну, А когда скажите, какой-то а у прорыв нас будет. кто-то другой, если придет на место Сырского, он будет действовать разве по-другому? Разве они по-другому научены? Он что, будет как-то по-другому оборудовать учебные центры или рассредотачивать учебу? Или удастся каким-то образом замаскировать учебные центры под какие-то гражданские объекты? Я не знаю. Вот. Я абсолютно уверен, что просто как учили в военных училищах, академиях генералов, так они и действуют. Ну, они же не там новаторы какие-то, не какие-то там изобретатели и какие-то, не знаю, там не вводят какие-то ноу-хау. Они действуют абсолютно по уставу и по тому, как их обучали в военных академиях. Вот. Так что Да, ну, слежу немного за новостями здесь, знаете, Сибига же как сказал, речь Зеленского на Генассамблее ООН была какой? Исторической, понимаете? конечно, И, у нас все конечно, историческое. если У Сибига нас все сказал, историческое. а настоящая историческая речь, это была вот этот Джулани Ахмад Аль-Шара, вот этот, это президент Сирии. Почему историческая? Потому что ни разу в истории президент Сирии, конкретно Сирии, не выходил на трибуну Генассамблеи ООН. Поэтому тут, знаете, очень интересные параллели напрашиваются. Особенно, когда там Палестину вспоминал Зеленский, упрекая ООН, да, там, ну, в общем, такой, конечно, исторический парадокс получается. С трибуны ООН было всего 3 исторических речи. Вот. Первая – это Хрущева, помните, где он обещал показать Кузькину мать. Вот. Вторая – это Муаммар Каддафи, где он обвинил Запад в лицемерии и так далее, и которая ему стоила очень дорого. Вот. И третья – это Фиделя Кастро, только потому что она длилась более 4 часов. Под сигару, да. Да. Значит, еще один вопрос, и подведем итоги нашего голосования и перейдем непосредственно к вопросам зрителей. Я его так присовокуплю. Константин Петрович, значит, очень интересно выглядят вообще как бы моменты со свободой и свободой совести. Ну вот про свободу совести, это же потрясающе. В Киево-Печерской лавры уже не крутят голубцы Клопотенко, а там выставка народных, ну, одежда исторические, народная. Значит, туда можно прийти, там примерить шаровары, жупан накинуть, то есть, ну, и всех призывают, приходите, мол, Киево-Печерская лавра, вот к вашим услугам. Ну, вот это же музей-заповедник и так далее. Ну как, вообще замечательная история. Пришел такой, шаровары примерил, там, может, перекрестился к каким-то иконам, да, если веришь. Это про свободу совести. А теперь про свободу. Что вы думаете по поводу законопроекта, который внес Стефанчук, изменений в Гражданском кодексе, которые напрочь вычищают любую критику из любого места? Ты можешь сказать что-то или сообщить о чем-то, если есть решение суда. Ты, там очень интересные такие как бы формулировки, знаете, вот это вот, даже если тональность публикации или сообщения твоего в массы, в соцсетях или там в каких-то ресурсах, телевидении, радио, там где-нибудь, ну, паблик любой, там твой телеграм-канал, твоя страничка в соцсетях, то все уже могут прийти и оштрафовать.
Получается, заткнись и иди померяй шаровары в Лавру. Классная жизнь. Да. Знаете, я сначала просто про шаровары в Лавре. Знаете, я помню с детских лет, это советские времена еще были, что на территории Киево-Печерского заповедника было несколько музеев. В частности, это музей исторических драгоценностей, который существует до сих пор, но я уже с началом войны зашел в этот музей, и там было просто удручающее зрелище. Просто удручающее зрелище, потому что от былого музея там, осталось, может, четверть вот, артефактов. Дальше там был музей микроминиатюр, был музей книгопечатания и был музей декоративных промыслов, народных промыслов и декоративного искусства. Вот. И там действительно был и вышиванки, и прочее, там все это было представлено, костюмы, но их никто не мерил, они были за стеклом, так народ просто мог посмотреть на эти артефакты. Вот, ну, вот эта вот примерка, это как-то, да, не знаю, так, насколько это целесообразно. Ну да, ну Такая лубочность. Да, что перед касается... Николаем Чудотворцем задницей сверкать, конечно. Да. Вот. Что касается нового законопроекта, я представляю себе, как будут выглядеть статьи. Итак, у нас журналистика украинская сегодня под плинтусом. Вот. Фактически украинская журналистика как таковая умерла вот, в Украине непосредственно. Я сравниваю тот расцвет журналистики, который был в 90-е, в нулевые годы, яркие имена, яркие личности, которые были в журналистике, и та серость и убогость, которая процветает сегодня в украинской журналистике. Извините, пожалуйста, но там же нечего смотреть. Зеленский и Ермак целенаправленно убили фактически журналистику. Вот. Сначала они там закрывали каналы и так далее, просто монополизировали телевизионное пространство, а дальше, соответственно, они просто включили службу безопасности Украины, которая любую яркую личность взяла на крючок и либо возбудили дела, либо же попросту провели определенные беседы с этими людьми. Вот. И народу проще не писать, чем писать, или же писать, что попало. В 60-е годы 19 века в Галичине было несколько групп, политических групп. Там, вот одна из них, народовцы, Юрий Шевелев, литературный критик, он писал как-то о том, что народовцы настолько уже выписались и не знали, о чем писать, они не хотели поссориться с властью, австро-венгерской властью, они не хотели нарваться на неприятности, они писали какие-то статьи, в частности, он приводил пример, что одна из статей в изданиях, которые контролировались народовцами, звучала полемические заметки про нос берлинского депутата. Я думаю, что скоро такие же полемические заметки, вот, причем так, с оглядкой, как бы чего не вышло, только с разрешения суда и так далее, будут печататься в наших средствах массовой информации. А вообще, вот у меня один вопрос. А если бы подобного рода законопроект внесли во времена Януковича? Сегодня 21 год, как в него бросили яйцом. Да. Так вот, представьте себе, что Янукович президент. И вот он вносит такой законопроект. Да, крик стоял бы такой, вот, любой бы там кричал про диктаторские законы, про то, что это наступление на свободу слова и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Все бы было бы уже сейчас. И мы бы припомнили бы все. Майдан стоял бы от Шулявки до, я думаю, куда-то там до моста Патона. Ну, вам же ответят просто. Вот Януковича не любили, а Зеленского, видите, как любят. Конечно. Да. Любят или боятся? Вопрос. Ну, я не знаю, судя по соцопросам, это, конечно, полный трэш. Уезжать никто не хочет за границу. И вообще победа важнее, чем семья и здоровье. Ну, это группа «Рейтинг», вы видели, наверное, да, вам попадалось. Да. Это, конечно, просто какой-то неимоверный момент. Давайте к нашему опросу. Сможет ли Украина отвоевать назад территорию у России? 1% да, до границ 22-го. 3% да, но совсем чуть-чуть. 4% до границ 91-го. Ну и 92% это, собственно, все понятно. Нет,
будет и дальше терять территории. Ну, как бы как-то так, Константин Петрович. Ну, отлично. Я думаю, что те, кто верит в 160... это, ну, давайте так, навскидку, это почти 1 миллион человек, скажем, так, которые верят в то, что вперед. Нет, не миллион, так, да, так что это самое, так что это, которых можно использовать. Ну, это да. Ну, И я не говорю про наших зрителей, я в принципе говорю, это если если всё накладывать общество. да, на всю страну. У нас 14 тысяч голосов мы получили. Друзья, всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно. Особенно вот в этот период, когда там, в общем, мутит YouTube и всяческим образом пытается вернуться. Ну, правда, пытается, там, отбрехивается по судам, восстанавливает какие-то каналы, которые позакрывал. Все-таки ветер перемен домчался до этой площадки, поэтому, друзья, давайте поможем Ютубу хорошим, добрым комментарием под нашим с Константином Петровичем эфиром. Подписывайтесь на Костя Бондаренко в Телеграм и на Ютуб. Милости просим. 26,5 тысяч нас сейчас онлайн. Перейдем к вопросам. Начнем, пожалуй, с вопросов. Вот давайте клуб зрителей подключим. Клуб зрителей в телеграм-канале. Сообщество закрыто. И, собственно, я думаю, что и хорошо. Пользователь Кинг спрашивает. Привет вам из Казахстана. Город Чимкент. Сейчас Шымкент. Наверное, Константину он знаком. Вопрос личного характера. Константин Петрович заказал книгу «Джокер» у вас на сайте, где было указано, что печатное второе издание будет доступно в сентябре. Хотелось бы узнать, когда примерно можно ожидать книгу. Очень хочется скорее ее прочесть. Заранее благодарю за ответ и постскриптум. Как считаете, когда закончится война? Да, значит, что касается Чимкента, я бывал в Чимкенте еще когда служил в армии, то есть помню этот город, большой поклон, значит, Казахстану, большой привет Шымкенту, как сейчас называется. Значит, скажу, чтобы не быть голословным, сейчас даже буквально на днях мне написали, значит, что книги уже готовы или почти готовы к отправке. Завтра уточним, ну то есть вот и так далее. То есть книги отпечатаны, это уже следующий тираж фактически. Предыдущие тиражи разошлись полностью. Что интересно, как мне сообщили, что в киевских такси даже рекламируют таксисты. И что для меня было большой неожиданностью и было очень приятно, потому что один из таксистов там советовал, значит, человеку, что вот почитайте, пожалуйста, там Константин узнаете Петрович, всю правду. они приторговывают, не? В том-то и дело, к сожалению. А может, Запрещеночка это, да, как при может, Советском может это Союзе. какой-то пиратский тираж и так далее. Плюс ко всему практически решен вопрос с озвучкой. Вот решили пойти по немножко, скажем, очень такому сложному, но в то же время очень эффективному пути. И буквально в ближайшее время будет и еще и аудиоверсия. Поэтому я думаю, в самое ближайшее время уже и дойдет книга и до Шымкента. Вот. Кстати, в Узбекистане читали на достаточно высоком уровне, политическом уровне, пришли мне отзывы вот, от людей, облеченных властью в Узбекистане. Так что положительно, сразу скажу. Но с припиской, что... и еще один момент, что на прошлой неделе я как раз, на позапрошлой неделе я подписал контракт, выходит эта книга на венгерском языке. Это само венгерское издательство ко мне обратилось. Вот, так что вот такие вот новости. На английском уже, на русском вышло. Так. Вот, что касается войны, вы знаете, все мы очень надеемся на то, что война скоро закончится. Правда, вот вчерашняя встреча Зеленского с Трампом, она показывает, что война все-таки закончится, но еще не одна тысяча людей, к сожалению, поляжет. Вот. Сам мирный процесс откладывается, скорее всего, на пару месяцев откладывается. И еще один аспект – это то, что условия мира для Украины будут еще более невыгодными, чем те, которые ей предлагались буквально месяц назад. Поехали вопросы. Давайте из тех, которые оставили заблаговременно. Лина Востроилова. Демилитаризация – это не фантастика, осталось дождаться финала или за граница будет помогать?
Ну, смотрите, демилитаризация – это то, что, в принципе, не является принципиальным с точки зрения Соединенных Штатов, и то, за что будет цепляться и Украина, и европейские партнеры Украины. Вот, то есть для них очень важно, чтобы Украина оставалась милитаризированной зоной. Есть вопросы, есть предложения относительно создания широкой демилитаризированной зоны, вот, в несколько сот километров шириной. Вот. Но это пока все еще обсуждается. Пока еще никаких подвижек по этому поводу не было. Мгм. Здравствуйте, господа. Константин. Жизнь после войны среди русского и украинского народов. Как вы ее себе представляете? Взлет реваншистских настроений, огромное облегчение или надежда на лучшее? А может, депрессивное равнодушие, не имеющее конца? И еще один. Будет и то, и то. Ну, в общем, будет все. Всего будет Да, хватать. Да. будет и то, и то. Будут группы реваншистов, причем как с одной, так и с другой стороны, потому что каждая страна будет надеяться на то, что их победа будет окончательной. Условно говоря, каждая из сторон мечтает о своем водружении знамени над Рейхстагом. Вот. И заявление Ющенко, которое он сделал буквально на днях относительно того, что меня не устроят границы 91 года, вот, и надо идти дальше на Москву и прочее, они просто показывают, что есть такие в обществе тоже настроения. Вот, Ющенко, третий президент Украины, такие делал заявления. Вот, есть большое количество людей, которые считают, что поскорее бы уже закончилась война, надо как-то вздохнуть, передохнуть и так далее. То есть будет и то, и то, и то. Ближайшие лет 5 после войны будут достаточно напряженными, а потом постепенно начнется нормализация отношений между нашими странами. Ну и циничный вопрос, продолжение. Не кажется ли вам, что правительствам выгодно гнать психически больных солдат на верную смерть, чем останавливать войну и заниматься психическим здоровьем? Может, это и есть один из главных факторов, почему война не кончается? Знаете, есть действительно больные люди, вот, у которых есть генетическая мутация, ген уже выделен и так далее, которые отсутствуют у этих людей. Это люди, у которых есть полное пренебрежение к опасности. Кто-то их называет героями, кто-то их называет идеальными солдатами и так далее. Но на самом деле, с точки зрения медицины, это больные люди. Вот. Эти больные люди во время войны гибнут первыми фактически. Вот. Но другой вопрос, что да, власть боится не этих людей. Власть боится радикалов разного рода, фанатиков разного рода. Фанатики не всегда больные люди. Фанатики одержимы определенной идеей, но это не обязательно больные люди. Такой у них склад характера. Так вот, по некоторым данным, на сегодняшний день осталось не более 10% тех, кто составляли костяк Майдана в 2014 году. Значит, Наталья Яковлева, приветствую, Александр, Константин. Объясните, пожалуйста, если у Европы нет достаточно средств и оружия, чтобы продолжать войну в Украине, но при этом они за то, чтобы она не заканчивалась, то какая им выгода с этого? Спасибо. Потому что европейцы чудесно понимают, что если Украина пойдет на мирный договор с Россией, это будет поражением в первую очередь Европы. Трамп первым соскочил, это не моя война, это Байдена. Вот. Ни Стармер, Стармер не может заявить, что это война Джонсона. Вот. Точно так же, как Мерц не может заявить, что это была война Шольца. Единственный Макрон только остается как бы крайним. Но что касается европейцев, они понимают, что это будет очень серьезная имиджевая потеря для них. Не только имиджевая потеря, это будет взрыв внутренний взрыв. Подождите, стоп. Условно, проигравшая Украина, взрыв внутри Европы? О чем вы? Именно. Куда пошли деньги? На что тратились деньги? Налогоплательщиков Европы. Не, подождите. Вы не путайте, пожалуйста, взрыв внутри Европы социальный с подгоревшими пятыми точками элит вот этих проворовавшихся. Нет. Вот именно. В том-то и дело, что взрыв будет как раз именно на основе именно подгоревших пятых точек. Вот. Потому что сегодня на эти самые пятые точки, вот, уже даже не на пятки, наступают очень серьезные антимейнстримные партии, евроскептические партии, которые припомнят Мерцу, Шольцу и всем прочим, прочим Макронам все то, что они говорили на протяжении этих лет, то, что они обещали, то, что они сделали, что они не сделали и прочее.
Вот. Уже сегодня так, партия реформ в Великобритании, вот, ее рейтинги превышают суммарный рейтинг лейбористов и консерваторов. Уже сегодня альтернатива для Германии вышла на первое место в Германии и так далее. То есть вы понимаете, что это будет, это обернется поражение в Украине, аукнется очень серьезными политическими процессами, серьезной политической турбулентностью в Европе. А, Юрий Кияшко, когда Зеленский привлек внимание к своей персоне одной из спецслужб, и самое главное, чем привлек внимание? Спасибо за ответ. Когда привлек внимание, это могу сказать, это было приблизительно в феврале 2019 года. Февраль-март 2019 года, помните, Пинчук устраивал поездки Зеленскому и встречи как бы, с мировой элитой. Именно тогда фактически на него обратили внимание и поняли, что он будет следующим президентом, и к нему необходимо присмотреться. Именно тогда к нему представили целый ряд людей, которые играли важную теневую роль на первом этапе его президентства. Некоторые из них даже в свое время возглавляли некоторые спецслужбы, в частности в Израиле. Вот. Что касается дальнейшего этапа, это начало октября 2020 года, когда Зеленский с Ермаком побывали в кабинете руководителя Ми-6 Ричарда Мура, который вот уходит уже на днях в отставку. И, ну, я не знаю, что они там подписывали, не подписывали, давали ли они какую-то там какие-то обещания, выбрали ли там для них какие-то там агентурные клички, еще что-то. Я не знаю. Но мы можем посмотреть, что с октября 2020 года политика Зеленского стала кардинально другой, чем до этого. Константин Петрович, Тони Шибаев спрашивает, есть вообще другие силы, кроме России, которые способны скинуть зеленую власть, которая занимается тотальным уничтожением Украины? Или кроме России никого нет? Ну почему? Соединенные Штаты, европейские некоторые спецслужбы, вот, израильские спецслужбы, даже турецкие спецслужбы, они все могут провести определенные операции, которые могут привести к замене Зеленского. Зеленский на каком-то этапе в феврале 2024 года, если быть точным, он заменил свою охрану, ДСОшную охрану, заменил британцами, которые его охраняют сегодня. Но давайте не забывать, что охрана от конвоя отличается исключительно поставленными задачами. Мгм. Как вам шоу, которое устроил Тихановский сегодня, когда брал интервью у своей жены? Ой, боже, ну было бы кого обсуждать. Ну, знаете, это... Зачем вы тут Ну, слушаете? извините, пожалуйста. Значит, Ну это же, ну что вы тоже так мне лично. подожди, ну что вы так это же президенты Беларуси. Я понимаю, да, это самое так, да, это самое, да, президент Беларуси первый Не, лайк. президенты Да. Беларуси. Не, ну, знаете, это просто комичные личности, знаете, обсуждать их это как-то... К политике они не имеют никакого отношения. Ну, в общем, поссорились они на этом Ну, митинге. В общем, Тихановская опять, станет наверное, президент, станет полноценным президентом, посадит в у тюрьму. нее там кукла Вуду, вот это, да, посадит в тюрьму, когда станет президентом, и кукла Вуду, она в Лукашенко вот это вот, он выпустил, гад, выпустил, а он теперь с ней на публике ссорится еще. В общем, интересная ситуация была действительно. Давайте разрядим обстановку. От Михаила вопрос. Почему все всегда извиняются за тавтологию? И что будет, если не извиниться за тавтологию? Ну, будет тавтология, Да. будет, значит, да. Просто это внутреннее чувство, значит, вот я чувствую, что змея оратор и так, скажем так, я понимаю, что на четверочку, так, но если еще и постоянно употреблять определенные слова повторения, вот, то вообще будет грустно. Переходим к чату. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что пользуетесь суперчатом, суперстикерами. Если есть у вас в этой стране эта возможность, это действительно тоже очень помогает. И спасибо большое за поддержку. Вот Артем Жемчуг задает вопрос. Здравствуйте, не кажется ли вам, что дроны, которые бьют по НПЗ, делают это подозрительно беспрепятственно? Дрон летит медленно, и никто не сбивает. Создается впечатление, что их специально как бы провожают.
У меня тоже этот вопрос возникал, но я, опять же, я не военный специалист, я не могу сказать, что это, как они долетают, как они пролетают эту территорию, как их не засекают. Но это необходимо, чтобы специалист рассказал вам. Я не дроновод, вот, не, не специалист по дронам, я не знаю классификацию дронов, я не знаю, чем они отличаются, какие дроны конкретно используются в той или иной операции, поэтому я воздержусь от ответа. Петр Иванов, вопрос, Украина умрет или выживет? Нет, Украина как страна выживет. Украина как страна выживет. Но как государство, вот, я считаю, она обречена. Поэтому сразу после войны будет задача у украинского народа основать другое государство, которое бы отличалось, в корне отличалось от государства 91-2022 года. Лара спрашивает, когда потушат свет на Украине? Ну, вопрос, вы понимаете, это полисемантичность этой фразы «тушить свет», она как-то да, напрягает. Вот, поэтому тут нужна конкретика. Что имелось в виду? Ну, я так понимаю, что это блэкауты и вся вот эта история. Не, я понимаю, да, просто это я же говорю, фраза полисемантична, туши свет. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что... Ну, давайте вот такой еще вопрос от Сергея. Возможно ли связать резкое изменение речей Трампа с поездкой в Лондон, где был составлен план взаимодействия между США и Британией? Нет, я думаю, что нет никакого резкого изменения речей. Попросту, я думаю, что в Британии договорились Трамп и Стармер, или Трамп, или Чарльз, договорились о том, что ну, дадим шанс еще раз Зеленскому. Не будем уже так его заставлять, пусть он покажет, а может, авось он еще что-то сможет выторговать, улучшить переговорные позиции. Вот Трамп и решил, вот, даем месяц, вот, а через месяц посмотрим, будем мы критиковать Путина или не будем. Значит, ну вот еще про книги Ольга Зайцева интересуется. Сейчас книги пишут и публикуют под заказчика. А кто у Константина Бондаренко заказчик? Вот видите, в том-то и дело, что как раз все ищут заказчика, а на самом деле у меня это был фактически изначально коммерческий эксперимент. Люди, которые знают меня, которые мои друзья, они очень хорошо помнят, как у меня возникла эта идея. Заказчика как раз нет. Служба безопасности там ищет заказчиков, думая, что один, другой, третий приписывает там. Самые фантастические были версии. Вот. А на самом деле, если когда-то, когда пройдет какое-то время, когда многое можно будет рассказать, я, наверное, опишу практически детективную историю, как печаталась эта книга, как происходил поиск средств на эту книгу, как абсолютно неизвестные мне люди, вот, когда звонит человек, абсолютно неизвестный мне доселе человек, ну, до той поры, и говорит, я хочу помочь вам. Вот, я узнал, вы рассказали о книге своей, я прочитал ее в электронном виде, я хочу, чтобы она вышла. Вот, и такое бывает. Вот. Как некоторые журналисты и блогеры мне помогали в том, чтобы наладить отношения там, с некоторыми представителями бизнеса. Вот. И как мне помогали найти издателей. Вот. И как печатался первый тираж. Явочным путем я вдруг вспомнил, как печаталась газета «Искра» в свое время. В Умане в свое время был музей газеты «Искра». Мало кто знает, что 2 номера газеты «Искра» были отпечатаны в Умане. Вот приблизительно так же печаталась книга «Джокер». Вот, так что, знаете, можно писать целый детективный роман по этому вопросу. Да, это обязательно будет в среду, дорогие друзья. Какую-то из сред, потому что по средам мы с Костем Петровичем в прямом эфире очень благодарны, что вы, несмотря на все вот эти глушилки всякие, несмотря на разные перепоны, несмотря на все это, все равно приходите и с нами общаетесь вот здесь и слушаете и, конечно, анализируете. Ну и так вот, вишенку вам. Лидер большинства в парламенте Грузии по фамилии Кирцхалия после заявлений Зеленского на полях Генассамблеи ООН сказал следующее. Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала помоет рот и уже после это говорит о нашей стране, сказал Кирцхалия. Ну, видите, сказал, как отрезал. В общем, друзья... Я его поддерживаю.
В общем, друзья, значит, как говорится, ну, кто первый помоет рот, собственно, Зеленскому, тот и молодец. Всем большое спасибо, Константин Петрович, спасибо за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, берегите себя, несмотря ни на что. Добра и света в каждый дом. Увидимся.